Друзья, мира и здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить гороховый суп с копчеными свиными ребрышками. Рецепт несложный, суп получается согревающий, вкусный, ароматный, сытный. Так что досмотрите видео до конца, напишите свои комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте палец вверх, чтобы рецепт сохранился. Приятного вам просмотра. Давайте приступим. Итак, для приготовления горохового супа мне потребуется горох. Горох может быть желтый, зеленый. Это несущественно важно, потому что в принципе он почти одинаковый. Свиные ребрышки копченые. Можно использовать бекон, но с беконом получается суп жирнее, так что я буду использовать ветчинно рубленную колбасу. Лук, картофель, морковь, горчица, зелень петрушки и укропа, мелко нарубленная, чеснок, перец, соль и растительное масло. Вот в принципе все ингредиенты, которые нам потребуются. Приготовление супа начинаем с гороха. Горох предварительно нужно помыть, перебрать, чтобы не было камушков там случайно, чтобы не сделать беды с зубами. Промытый горох высыпать в посуду, залить холодной водой и оставить его на 3-4 часа, чтобы он набух. Но я эту всю процедуру уже сделал. Горох у меня простоял ночь, так что времени мы столько тратить сейчас не будем. Так что он уже практически готов к приготовлению. Дальше займемся ребрышками. Ребрышки разрубим на мелкие части. Берем кастрюлю, заливаем 3 литра холодной воды. Отправляем в кастрюлю ребрышки и ставим ее на плиту. Включаем плиту. Доводим ребрышки до кипения и варим на медленном огне час-полтора, чтобы мясо отделялось от ребрышек. Лук нарезаю мелким кубиком. Нарезанный лук перекладываю в тарелочку и оставляю в сторону пока. Морковь можно нарезать соломкой, но я предпочитаю ее натереть. Вот морковку натер. Отправляю ее также в тарелочку. Отставляю в сторону. Картофель нарезаю кубиками. Перекладываем картофель в отдельную посуду. Порубим мелко чеснок. Чеснок мелко нарублен. Откладываем пока в сторону. Зелень у нас уже подготовлена. У меня мороженая зелень, петрушка и укроп. Вот она такая, уже мелко порубленная, так что она уже готова. Колбасу нарезаем тонкими полосками. Можете использовать бекон, но с беконом получается суп жирнее. Я использую колбасу, можно мясо копченое. Ветчину пока оставляем в сторону. Все ингредиенты подготовлены к дальнейшей обработке. Все граммовочки будут указаны в видео и под видео. Смотрите, там все будет написано, сколько, чего и как. Ждем, пока приготовятся ребрышки, и начнем варить горох. Итак, ребра свиные проварились 1,5 часа. Процеживаем бульон для супа через сито. Кастрюлю споласкиваем. Процеженный бульон переливаем обратно в кастрюлю. Так как воды у нас немного выкипело, добавим немного кипяченой воды, где-то с пол-литра. Доводим бульон до кипения и в кипящий бульон отправляю горох. Чтобы горох быстрее сварился, через 15 минут кипения можно добавить чайную ложечку без горки соды. Тогда горох сварится быстрее. Но я пойду другим путем, увидите, без соды. Так, с момента закипания варим горох 30 минут. Пока горох варится, освободим мясо от ребрышек. Ребрышки хорошо отделяются. Мясо мелко нарезаем и отправляю его в тарелочку. Добавляю немного бульона, чтобы мясо
не заветривалось. И пока отставляю его в сторону. Горох в процессе варки периодически помешиваю. При закипании гороха может образовываться пена. Можете ее убирать, можете не убирать. Гороховый суп не относится к категории прозрачных супов, так что можно пену не трогать. Итак, горох проварился 30 минут. И для того, чтобы ускорить процесс, я его пробью блендером. Если вам нравятся кусочки гороха в супе, то можете не пробивать, просто сварите и все. Мне нравится пюре. Горох я пробил блендером. Вот он такой бульончик стал. Отправляю сюда картофель. И варю еще 20 минут. Пока картофель варится, подрумяним на сковороде лук с морковкой. Разогреваю сковороду, добавляю немного растительного масла, буквально 2 столовых ложки. И отправляю сюда лук. Помешивая лук, доводим его до золотистого цвета. Лук подзолотился, отправляю в сковороду морковь. И опять все перемешиваю. Итак, морковка с луком подзолотились. Картофель проварился 20 минут. Отправляем в бульон с картофелем и горохом зажарку. Оставляю суп прокипеть еще 5 минут. Итак, суп прокипел 5 минут. Отправляю в суп ветчину, чеснок и зелень. Варим еще 5 минут. Итак, прошло еще 5 минут. Добавляю в суп мясо с ребрышек. Добавляю 2 ложки горчицы, 2 лавровых листа, черный молотый перец и соль. Соль и перец добавляйте по вкусу. С учетом того, что мясо ребрышек тоже соленое. Теперь довожу суп до кипения и выключаю. Оставляю на 30 минут настояться. Гороховый суп из категории супов, которые стоят долго. И чем дольше они стоят, тем они вкуснее. Так что готовьте, как говорится, побольше. Не пожалеете. Суп закипел, выключаю его и оставляю на полчаса. Пусть он настоится, будем пробовать. Итак, прошло полчаса. Суп настоялся. Будем пробовать. Добавлю немного зелени. Вот такой супчик у нас получился. Добавим сюда сухариков и попробуем. Это бомба. Фантастика. Суп, я тебе дам. Очень вкусный. С греночками. Ароматный, сытный. Соли в меру, всего нормально. Вот такая вещь. Пробуйте, готовьте. Если понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр, мира вам и здоровья. Пока.